Эта история произошла много лет назад в небольшой деревушке на окраине леса. Наталья Андреевна провела всю свою жизнь в этой деревне. Она здесь родилась и выросла, создала семью. Они очень любили друг друга. У них родилась красивая девочка, которую назвали Машенькой. Семья была счастлива много лет и создала много радостных воспоминаний. Мария выросла, влюбилась, вышла замуж. Из-за работы мужа Марии пришлось переехать далеко от родителей. Наталья с мужем были счастливы за свою дочь и сказали ей, чтобы она не беспокоилась о них. Спустя несколько лет отец Маши очень сильно заболел и, к сожалению, умер. После 40 лет брака Наталья осталась в одиночестве. Вначале Мария настаивала, чтобы мама переехала к ним. И она могла бы позаботиться о старой женщине. Наталья отказалась, потому что не хотела покидать деревню, которая была ее домом. Да и молодым мешать не хотела. К счастью, даже живя одной, в деревне всегда находились люди, готовые помочь ей. Наталья Андреевна была любимым учителем в местной школе, и один из ее учеников, Мишка, часто навещал пожилую женщину, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Если что-то нужно было починить в доме, он с радостью помогал. Миша был охотником, он часто отправлялся в ближайший лес, чтобы найти подходящую дичь, и иногда делился своей добычей со знакомыми. Однажды Миша сказал, что у него есть сюрприз для Натальи Андреевны. На руках у охотника было 4 маленьких щенка. Он рассказал женщине, что нашел их в лесу совершенно одних, без матери поблизости. Однако он забыл упомянуть, что эти маленькие существа на самом деле не собаки, а волчата. Наталья Андреевна согласилась взять щенков к себе. Она хотела завести собаку для компании и теперь могла спасти этих 4 одиноких малышей. Наталья отвела щенков в свой дом и сразу нашла 4 старых миски для животных. Пожилая женщина наложила в каждую миску порцию каши, и щенки с радостью быстро все съели. Когда животные уснули, Наталья оставила их в доме и вышла на улицу, чтобы поблагодарить Михаила за то, что он нашел этих очаровательных малышей. Миша понял, что старушка верит, что это щенки-собаки. Он подумал, что пока они маленькие, они не принесут никакого вреда, а пока он сможет найти подходящее место для них. Миша ушел, Наталья Андреевна вернулась в свой дом, где обнаружила, что 4 щенка проснулись и навели полный беспорядок. Все еще переполненная радостью от того, что у нее появилась компания, женщина не рассердилась, она убралась и решила, что пора дать имя каждому щенку. Она решила назвать их Тедди, Подлец, Буря и Баламут. Когда щенки начали подрастать, старушка начала подозревать, что они необычные собаки. Они были намного крупнее, их зубы были острые, кроме того, все местные собаки рычали и лаяли на них, когда проходили мимо. Подозрения женщины подтвердились. Однажды местный охотник шел мимо и увидел, как 4 волчонка играют вместе. Он достал свое ружье, но Наталья остановила его. Охотник рассказал старой женщине, что 4 щенка, которые у нее есть, не являются собаками, а на самом деле это волки. Старушка была потрясена новостью, но она не испугалась. Старушка полюбила всех своих малышей, они ни разу не проявляли агрессии. 4 волка продолжали жить счастливо в течение следующего года. Волки были преданы Наталье и охраняли дом, как собаки. Когда наступила осень и стало холодно, женщины и волки с удовольствием проводили свои дни внутри теплого дома. Однажды в холодную осеннюю ночь послышался стук в дверь. Наталья, будучи любопытной, открыла дверь и увидела перед собой 3 незнакомых мужчин. Один из них держал в руках оружие, которое сразу направил на женщину. Мужчины угрожали, что, если она не отдаст все деньги и ценности, которые у нее есть в доме, он выстрелит.
Вдруг они услышали громкое рычание. Оказалось, что от шума проснулись волки, которые спали на кухне. Они поняли, что хозяйка в опасности. Баламут, Подлец и Буря напали на мужчин, укусив их за ноги. В то время, как Тедди побежал к Наталье и встал перед ней, защищая ее от мужчины с оружием. Пока волки сражались, пожилая женщина потихоньку пробралась в свою спальню, где позвонила в полицию. Как только она закончила разговор, в доме раздался выстрел, за которым последовал крик животного. Наталья побежала обратно в гостиную, где увидела, что Тедди свернулся на полу с пулевой раной в задние лапы. Один из мужчин успел захватить оружие и ранил бедного животного. Испугавшись звука выстрела, трое мужчин попытались убежать, но, выйдя из дома, они обнаружили, что их окружила полиция. Преступников быстро арестовали, но женщина не обращала на них внимания, потому что сосредоточилась на том, чтобы помочь Тедди. К счастью, ей удалось помочь волку, рана зажила в течение следующих нескольких недель. Новости о героических поступках 4 волков быстро распространились, но для Натальи их новая слава не имела значения. Она любила их так, как полюбила бы любую другую собаку, и они отвечали ей любовью взамен.